Здравствуйте, меня зовут Сергей, и вы на канале Поваренная книга. В этом видео я покажу, как приготовить один из вариантов эльзасского мясного пирога. Эльзас – это регион на востоке Франции, на границе с Германией. И кухня этого региона вобрала в себя самое лучшее из французских и германских традиций. Как и все национальные блюда, эльзасский пирог имеет сотни вариаций. Но эльзасский мясной пирог – это всегда хрустящее тесто, сочная мясная начинка и легкая пряность. Приготовление я всегда начинаю с теста. И для рассыпчатого песочного теста для начала просейте муку и добавьте к ней соль. А далее, если вы будете делать это, как и я, вручную, то холодное сливочное масло натрите прямо в муку, периодически помешивая для того, чтобы масло не слипалось. Теперь вымешайте тесто до состояния примерно одинаковых комочков. Важно сделать это максимально быстро и минимизировать контакт с теплыми руками, для того, чтобы масло не успело растаять. Добавьте куриное яйцо и чуть-чуть молока. И продолжаем замешивать. Продолжайте добавлять по капельке молока, пока тесто не станет единым комком. Заверните комочек в пищевую пленку и отправьте его отдыхать в холодильник хотя бы на полчаса, а лучше на ночь. Отдых позволит стать тесту более пластичным, а также равномерным по влажности и вкусу. А пока тесто отдыхает, есть время подготовить начинку. И для начала необходимо разогреть растительное масло на сковородке. И обжариваем лук до легкой прозрачности. Лук стал прозрачным, и весь противный луковый запах исчез, но сахара еще не успели карамелизоваться, и самое время добавить говяжий фарш. Обжариваем, по ходу его расталкиваем, чтобы он был кусочками, до изменения цвета. И самое время добавить грибочки, нарезанную кубиком копченую ветчину. Сейчас необходимо просто прогреть все продукты, чтобы они стали все теплые. Готовиться они будут уже со всеми остальными ингредиентами. А пока хочу напомнить, что полный список всех ингредиентов с указанием их точных масс будет в описании и в первом закрепленном комментарии. Все продукты прогрелись. Это видно по шампиньонам. Они уже слегка потемнели и начали выпускать свой сок. Самое время добавить бренди, либо другой крепкий выдержанный алкоголь. Во Франции предпочитают вино, но лично для меня вино дает слишком много кислоты. Поэтому я предпочитаю крепкий алкоголь. Весь алкоголь выпаривается и остается только пряность, в отличие от вина, которое еще оставляет после себя очень много кислоты. Выливаем алкоголь и на максимальном огне обжариваем, пока не выпарится весь непосредственный спирт. Также вместе с бренди добавьте рубленый чеснок. А теперь вливаем туда сливки, бульон, хорошенько присолите, молотый черный перец и мускатный орех. Лучше всего все хорошенько перемешать. Также добавляем лавровый лист и веточку розмарина. Накрываем крышкой и на среднем огне тушим, пока вся лишняя жидкость не выпарится. Займет это примерно где-то 40 минут. Когда начинка готова, она должна остыть до комнатной температуры. Это необходимо для того, чтобы масло в тесте не растаяло раньше времени, а растаяло только в духовке, когда она начнет выпекаться. Осталось раскатать тесто и собрать сам пирог. Теперь выкладываем начинку в форму. Осталось лишь закрыть пирог. Этот пирог можно готовить как на песочном тесте, так и на слоеном тесте. Лично я предпочитаю основу делать из песочного теста, а слоеное тесто пускать на крышку пирога. потому что песочное тесто не так размокает от сочной начинки. Слоеное тесто я буду использовать покупное.
Для красоты необходимо пирог сверху смазать яичным желтком и по центру проделать небольшое отверстие для выхода пара. Пирог отправляем в духовку на 40-50 минут, в зависимости от того, как он быстро подрумянится, при 180 градусах. Пирог получается с насыщенной мясной начинкой, ароматный, хрустящий и очень вкусный. Подавайте его с зеленью, либо с любым другим гарниром, или как самостоятельное блюдо. Удовольствие от этого пирога стоит всех потраченных на него усилий. До новых встреч, подписывайтесь и приятного вам аппетита!